Вот блин, надо же, угораздило. Танковая атака — это самое сложное, что может случиться с вами в поле. Почему? Да потому что танк видит вас издалека, лупит 120-миллиметровыми снарядами, а если он подъедет ближе, он раскатает вас еще и двумя пулеметами. Если не раскатает в прямом смысле слова трактор. Что я могу с ним сделать? Да ничего не могу с ним сделать. У меня только автомат Калашников. Вот гад, а! Твою мать! Так, я только его больше внимания привлекаю. Ладно, надо пройтись, посмотреть что-нибудь получше. Каждый советский мотострелок, если он, конечно, не пулеметчик, носил за собой 2 реактивные гранаты противотанковые. И да, это, кстати, противотанковые гранаты, это не гранатомет, как многие считают. И, кстати, вы не замечали, почему здесь стоит американского типа диоптрический прицел? В таком случае нужно было даже обучать специально людей для этого. Ответ будет в комментариях. А у меня тут танк ездит, в общем. Танк подошел слишком близко. Нужно немножко сменить позицию. Здесь нормально. Мимо! Никакого существенного вреда не наносит танку. РПГ-18 кумулятивной струей пробивала его. Сколько там сантиметров примерно? Где-то 10, не более того. Короче, даже без динамической защиты, которая на нем на самом деле должна стоять, РПГ-18 Муха не справляется со своей задачей. Граната РПГ-18 не справляется со своей задачей. В общем, мало того, что я первый промазал, второй еще всадил в самый центр, можно сказать, но толку от этого никакого. Очевидно, что уязвимые места у танка пушка, гусеницы и рубка, или так называемая башня командира. Так, ага. Вот куда я попал. Отломала, в общем, часть этой штуки. Этот люк был открыт. И теперь он очень сильно закрыт. Интересно посмотреть, что случилось с моим телефоном, который там лежал внутри. Что-то я его не вижу. Ну что ж, посмотрим, что с ним. Блять, тут же... Ну вот, предохранитель. Взводим. И будем фигарить. Чуть ниже нужно взять. В прошлый раз я взял чуть выше. Поехали, господа. У-ху! Выстрел! Я взял, конечно же, выше почему-то, видимо, отдача. Но ничего, сегодня 1-1. Одно попадание с РПГ-18 и одно попадание с РПГ-7. Все справедливо, но этот танк просто, можно сказать, памятник. Амбразура, стоящая на моем полигоне. Да, попадание так себе. Ничего не сделал РПГ этому танку. В общем, чуть не подскользнулся. Потому что пока я сюда бежал, как будто бы выпал снег одновременно и дождь. Погодка знатно портится. Самое время повысить ставочки, как мы любим, господа.
Когда другие средства не помогают и на вас прет танк, меньше всего вам хочется, чтобы он оказался в 100 метрах от вас. Поэтому я буду стрелять со штуковины, которая стреляет на 1300 метров. Это СПГ-9 Копье, станковый противотанковый гранатомет. Ну что, погнали! Осечка! Осечка! A few moments later. Да нет, здесь искры нет по-любому. Чего-то не хочет срабатывать. Может быть, и сыграть что-нибудь. Должно быть достаточно. Ну что ж, попробуем еще разочек. Дымится знатно! Видимо, я таки подбил этот танк. Я ведь предупреждал его. Я же говорил, мол, парень, не связывайся со мной. Особенно в такой ненастье. Первые были осечки, видимо, пьезоэлемент пролетел, но я его починил, и теперь вот что произошло с танком. Казалось бы, громада, СПГ-9 Копье. Вот такой вот он оставляет след. Тут какая-то металлическая латунная оплетка, не знаю, что это. Стоило бы здесь поковыряться, но, в общем, он пролетает, как будто бы внутрь, что ли, пролетает он. Не знаю, сейчас посмотрю. Не знаю, но, в общем, это было достаточно мощно. Такое ощущение, что он пробил верхнюю часть башни. Что было внутри, он дымился. Пострадал ли кто-то или погиб ли кто-то, не знаю. Но танк выглядит все еще хорошо. Ну да ладно, возьму чуть пониже, попробую пострелять прям под башню. Что получится? Вот оно, проникновение в танк. Вот осколки, вы видите, небольшие такие. Слева, вправо посекло все, короче. Насколько глубоко, надо проверить. Сейчас какую-нибудь хрень найти. Ого. Неплохо, блин. 15 сантиметров. 15 сантиметров. Это маленький. Короче, около 20 сантиметров в башню зашло. Вот это я понимаю. Мощь. Но, по-моему, его не пробило. Не в ту дырку. Извиняюсь за выражение, так сказать. Так, но, в общем, наверное, остается еще где-то столько же до того, чтобы пробить эту броню. Но это неплохой результат. Вот как выглядит отработанный снаряд. И это был не ПГ-9, это был ОГ-9. Это осколочная граната была. До этого я стрелял кумулятивами.
А сейчас я стрельнул осколочным. Посмотрим, какие осколки разлетелись и какое поражение я нанес танку. РПГ-18, РПГ-7, моя любимая, СПГ-9 копье. Да где ж такое копье нашли? Ну ладно, я немножко психанул и под концовочку стрельнул не ПГ-9, а ОГ-9. Это осколочная граната. Посмотрим, что изменилось со времен первого ПГ. И вот что изменилось. Осколочная граната оставляет такой шлейф. И тут кое-что даже отломалось. К моему счастью, наконец-то. Угодила граната вот сюда, по всей видимости, или даже вот сюда. Ну, в общем, странно как-то она угодила, что прошлась немножко по шасси этого танка. И вот какое первое повреждение, собственно, о котором мы так и мечтали с самого начала. Разрушена гусеница, ясное дело. И разрушен... Я так легко хотел его просто взять, типа, посмотрите, он болтается. Да, здесь как будто бы какой-то чугун, прям такое... А, здесь резина внизу. Внутри резина, а по бокам какая-то такая сталь, похожая очень на чугун. Но это наверняка не чугун, потому что чугун-то разваливается нахрен очень быстро. Ну так что ж, я предлагаю посмотреть вот на эти вот разрушения и убедиться в том, что самые незащищенные места у танка — это башня, рубка командира. Это, конечно же, колесница, точнее, ее гусеницы и ее колеса. Его колеса. Кстати, кто это? Я так и не понял до конца. Ну ладно, я-то знаю. А вот вы напишите в комментариях, что это был за танчик. Главное в нашем деле – это нападение. А сколько сейчас времени? Правильно, время почти 4:30. Начинает уже темнеть потихоньку. А это значит, пришло время разыграть носки меткого танкиста. Водитель этого танкиста был не очень меткий, поэтому он так разорван. В общем, мы видели то, что он делает с СПГ. А носки меткого танкиста вам, конечно же, могут помочь. Это, возможно, самый дорогой мерч на нашем канале. Я понимаю, вы скажете об этом. Но если вы по ссылке идете и будете подписаны на наш канал и напишите что-нибудь в комментариях в стиле «Выпуск должен быть таким-то, 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 таким-то», короче, лучшие из вас получат носки меткого танкиста. Лучшее на нашем канале. Ауч! Сука, я